Почему поездка Нетаньяху в Соединенные Штаты Америки продемонстрирует разногласия, которые там есть, а почему при этом Киев спокоен и уверен, потому что знает, что будет, даже если Трамп придет к рулю Белого дома. Обо всем этом и не только разговариваем прямо сейчас. Ирина Узлова меня зовут, и со мной традиционно еженедельно Цви Зильбер, израильский журналист и главный редактор «Лучшего радио». Цви, здравствуйте, рада вас видеть. Шалом, слава Украине. Героям слава, я тоже очень вас видеть. Я, конечно же, внимательно слежу за визитом Нетаньяху в Вашингтон, но мне кажется, что он сейчас просто настолько бесполезен, потому что в Вашингтоне, совсем не до него, совсем. Конечно, я понимаю, что этот визит был запланирован заранее, и, конечно, Биби не мог знать, что Байден снимется, потому что Байден же настойчиво говорил, повторял, что нет, я продолжаю, у меня со мной все нормально, и я буду в 9 часов ложиться спать, но нет, в конце концов, получилось то, что получилось, и с кем теперь Биби будет встречаться, я не знаю. С Байденом должен был встречаться сегодня, но из-за ковида у Байдена ковид, встречу перенесли, вроде бы она должна состояться в четверг, и сейчас сообщили, что Биби остается до воскресенья в Соединенных Штатах. То есть я так понимаю, что в четверг он будет встречаться, и, по всей видимости, пятницу и субботу у него тоже запланированы какие-то дела. Я не знаю, будет ли встреча с Трампом, я не знаю, будет ли встреча с Камалой Харрис, потому что сначала она планировалась, а потом тоже сказали, что нет, ничего пока не закрыто. И я не очень понимаю, о чем он там с ними будет договариваться. Если Байден действительно сейчас сам себе скажет, что я все равно последние полгода на этом посту, мне теперь наплевать на избирателей Демократической партии и ее прогрессивное прохамасовское крыло, то, наверное, он может что-нибудь такое для Израиля сделать. Но, скорее всего, учитывая, что мы знаем Байдена, мы знаем эту партию, скорее всего, он будет толкать Израиль к какому-то миру, какому-то перемирию с Хамасом, мирному процессу, палестинскому государству и что-нибудь такое что сейчас совершенно не популярно в Израиле. То есть, если вы проведете какие-то социологические опросы, то большинство израильтян ни про какое палестинское государство не хотят слышать. Мы уже как-то обсуждали с вами этот вопрос, что есть мир, а есть бумажный мир, мир на бумажке. Мир на бумажке никто в Израиле не хочет. Для того, чтобы мир был настоящим, требуется прежде всего атмосфера взаимного доверия. Но если мы не доверяем палестинцам, если мы не доверяем арабам, то какой может быть тогда мир? Кто может заставить нас пойти на какой-то бумажный мир, рискуя при этом жизнями своих граждан, своих детей, своих внуков и своим будущим? Поэтому для нас здесь в Израиле это абсолютно очевидно, но, скорее всего, Байден начнет склонять Биби к чему-то такому . И, конечно, сделка о заложниках. Если в Соединенных Штатах сейчас тема заложников стоит на повестке дня, то только потому, что там 6 заложников граждан США, и это там, в общем-то, довольно важно. Поэтому, несомненно, будут эту тему обсуждать, но я бы не стал связывать надежды с тем, что выступление в Конгрессе Биби связано с объявлением, что сделка готова. Это такая конспирологическая теория, которая у нас уже сейчас распространяется, что, в общем-то, во время выступления в Конгрессе Биби перед Конгрессом Биби сделает такое сенсационное заявление, что сделка готова, война заканчивается. На самом деле там ничего не готово, и это было делением на ноль, так и остается делением на ноль. Я попытаюсь объяснить. Понимаете, когда после нападения 7 октября Израиль начал войну, и было поставлено, в общем-то, 3 цели. Первая цель – это свержение власти Хамаса. Если мы на нее посмотрим, главный наш критерий – как это повлияет на нашу безопасность каждого израильтянина. Наверное, положительно, если не будет Хамаса. Второе – это это устранение навсегда угрозы, которая исходит из сектора Газа, чтобы никогда там больше никакое военизированное
никакая армия против нас не создавалась. Это, естественно, тоже. Да, это большой плюс безопасности каждого израильтянина. И третья цель – освободить заложников. Это, скажем так, моральная цель. Мы в долгу перед этими людьми. Действительно, государство не справилось со своими непосредственными обязанностями из-за провала государства и всех силовых структур. Эти люди оказались в плену. Да, это моральный долг. Но если мы посмотрим на это с точки зрения, улучшит это или ухудшит нашу безопасность, то, конечно, ухудшит, потому что в обмен на заложников из тюрем выйдут сотни террористов, в том числе и с кровью на руках, опасных, которые, ну, разумеется, не пойдут работать сторожами на автостоянке, а вольются в разные террористические организации и снова возьмут в руки оружие. И кроме того, эта третья цель, она фактически, как требует Хамас, должна перечеркнуть первые две. Хамас не собирается никуда уходить и уж, естественно, не собирается устранять угрозу, которая от него же исходит. Поэтому Израиль не может остановиться на третьей цели, при этом отказавшись от первых двух. Если это так, если первые две цели отменяются, то зачем тогда вообще надо было эту войну начинать? Ну, сказали бы мы сразу 8 октября, что вот, да, нас ударили больно, но для нас самое главное – это освободить заложников, и поэтому мы начинаем переговоры с Хамасом, и я вас уверяю, что в этой ситуации весь мир обливал бы Израиль слезами, и все были бы за нас, и не было бы никаких демонстраций, и тот же Эрдоган звонил бы в Газу и стучал кулаком по столу и кричал бы: соглашайтесь, освобождайте заложников, а то будете иметь дело со мной. То есть ситуация бы выглядела совершенно по-другому, заложников бы мы в результате освободили, наша безопасность бы ухудшилась, но зато не было бы всего вот этого 9-месячного кошмара. Да? То есть это фактически вот та самая дилемма. Что вы выбираете, позор или войну? Да, вот в этой ситуации мы выбрали войну, и если мы закончим это все-таки позором, мы потом получим новую войну. Так надо было сразу соглашаться на позор, и получили бы в конце и позор, и войну, но это было бы, так мы получили две войны фактически. Вот, поэтому ситуация такая, что эта сделка эфемерна по-прежнему. Если Хамас согласится на то, чтобы Израиль после сделки возобновил военные действия, или если Хамас согласится уйти из сектора Газа, сложить оружие или там передать власть какому-то нейтральному правительству, все это возможно. Но пока мы ничего из такого мы не наблюдаем. Может быть, там в каких-то кулуарах такие разговоры ведутся, но да, после ликвидации Мухаммада Дефа он, скорее всего, мертв, скорее мертв, чем жив. Я думаю, что переговорные позиции Израиля усилились. Но все равно еще, я думаю, дистанция большая. Биби будет говорить про иранскую угрозу, Биби попытается восстановить, в общем-то, двупартийную поддержку Израиля, потому что с демократической партией он давно испортил отношения, а с республиканцами, с Трампом он испортил отношения, когда первым поздравил Байдена с победой, а Трамп еще оспаривал несколько месяцев в судах победу Байдена на выборах. Так что вот я думаю, что главная задача у него восстановить эту двупартийную поддержку Израиля. И ощущение такое, что в Америке происходит что-то очень-очень-очень нехорошее. Очень нехорошее. И те, кто говорят, что это напоминает такую латентную пока еще гражданскую войну, ну, я считаю, что они во многом правы. А почему, Цви? Ну, в принципе, есть Камала Харрис теперь, на нее делают ставку демократы, 2500 из 4000, говорят, вроде за из Демпартии, деньги собираются, Байден завтра должен выйти, показать, что он жив, тем, кто разгонял, что он мертв, и обратиться к народу, в принципе, показать, что он не в холодильнике, например, как есть такие версии. А почему вы так думаете? Ну, в принципе, ну да, республиканцы там уже и обижают Харрис, конечно, и ведут себя, впрочем, так, как они привыкли, собственно говоря. Чем вот это тревожное ощущение вы бы мотивировали? Понимаете, Камала Харрис – это абсолютно серая личность. Ну, абсолютно серая личность. У нее нет никакой идеологии. Ну, никому не известно, что она думает по каким вопросам.
Она ни рыба, ни мясо. Она такая, то она за Израиль, то она вдруг начала жалеть несчастных палестинских детей, защищать Хамас и палестинское государство. Но это как бы вот если смотреть на это с нашей колокольни. Но вообще про нее рассказывают, что в качестве политика она довольно посредственный, в качестве вице-президента, ну, там, перерезала где-то ленточки, но мы ее не видели и не слышали. То есть сама она какой-то инициативы обычно не проявляла. Говорит она без бумажки очень плохо. Говорят, вот, что она делает салат. То есть у нее начинают сыпаться какие-то междометия, начинает рассказывать совершенно не имеющие отношения к делу вещи. И, ну, в общем, очень скептически говорят про ее ораторские способности. Естественно, на дебатах Трамп ее съест просто не поморщившись. Понятно, что Трамп – это великий шоумен, и рядом с ним она совершенно такая убогая прокурорка. И вы видите, что предвыборная кампания Камалы Харрис, да, ну, что они придумали? Что она цветная, что она женщина, да, это вот как бы большой аргумент, в Америке это почему-то важно. А с другой стороны, что вот она прокурор, а Трамп, значит, подсудимый. И вот, значит, прокурор против подсудимого, за кого проголосуете. Ну, мне как бы очень сомнительно, что это такой прям эффективный лозунг, но, понимаете, просто никого другого нет. И если сейчас Демократическая партия увидит, что Камала Харрис имеет провальные рейтинги, то остается только Мишель Обама. Но пока еще мы не видим никаких подвижек в эту сторону, и не факт, что Камала на это согласится. Мы видим, что спонсоры на нее клюнули, действительно денег много сразу накидали Камале, и это ее очень воодушевляет. И она уже значит, вот вошла в историю как первая цветная женщина, кандидат в президенты США. Это тоже для Америки, ну, я уже сказал, для Америки важно почему-то. Вот. И действительно, да, там просто все электоры на этом конвенте, просто все электоры уже за нее. Там раньше считали, сколько ей нужно, там 1900, но теперь просто все электоры, там 4 с чем-то тысячи, все электоры абсолютно за нее, и тут как бы ей нечего волноваться, потому что, ну, другой кандидатуры просто нет. Хотя до 19 августа еще есть время, и, возможно, они захотят это как-то переиграть. Там идет еще такая межклановая борьба. Не забывайте, что еще есть клан Кеннеди, который тоже очень влиятельный в Демократической партии. Кеннеди идет отдельно, независимым кандидатом. И он тоже отвлечет на себя какие-то голоса. Вот. Ну и самым таким большим курьезом, знаете, вылетел из головы фамилия, один из таких ведущих демократической партии opinion-мейкеров, так сказать, лидеров мнений, не помню, как зовут, вылетел из головы, опубликовал в Нью-Йорк Таймс свою колонку, где написал, что Демократическая партия должна пригласить на роль, значит, кандидата в президенты Митта Ромни. Митт Ромни – это такой республиканец, такой евангелист до мозга костей, который там принимал участие в праймерис несколько лет назад, Митт Ромни. И типа вот такой давайте сделаем шаг, Митт Ромни против Трампа, и вот мы поставим такого правого консервативного человека во главе партии и переманим много электората у Трампа. Вот. Но действительно в республиканской партии есть часть электората, которая не трампистская. Вот. Так что с таким диким предложением совершенно выступил. Но я очень удивлюсь, конечно, если демократы на это поведутся, но это явно свидетельствует о том, что партия в глубоком кризисе. В партии нет лидеров. Если уходит дементный Байден, и, ну, он реально в плохом состоянии. Если уходит дементный Байден, его просто неким заменить. И только вот Камала Харрис, которая, ну, такая консенсусная фигура, да, поскольку она никакая, у нее нет никакой идеологии, она то с прогрессистами заигрывала, то она позиционировала себя как такой центр, такая государственница.
Вот. Ну, она ни у кого не вызывает возражений, и поэтому мы часто видели такое в политике, когда именно консенсусная фигура, учитывая противоборство многих кланов, такая консенсусная фигура выплывает наверх. Например, Брежнев, да, когда вот из всех членов Политбюро после Хрущева выбрали его, потому что он, в принципе, всех устраивал. У него не было антагонизма ни с кем из членов Политбюро. Поэтому, я считаю, что это отражение кризиса, но раскол же идет очень глубоко в американском обществе, и раскол здесь, по большому счету, ценностный. И если демократическая партия победит на выборах, хотя я думаю, что против Трампа Камала Харрис не потянет, Владимир Пастухов дает шансы 5-1. То есть 5 Трамп и 1 Камала Харрис. Но если демократам каким-то образом удастся подменять кандидата, понимаете, такого никогда не было. Это первый раз мы такое наблюдаем в истории. Если им удастся проманипулировать кандидатами и каким-то образом все-таки победить на выборах, то трамписты это воспримут исключительно как дипстейт, который захватил власть, и что это крах демократии. И я просто не берусь даже предсказывать, каким штурмом Капитолия это может привести. Поэтому я думаю, что в этой ситуации кризис очень-очень глубокий, кризис именно ценностный, когда идет такая подмена ценностей. Я не буду сейчас опять говорить про эту леволиберальную повестку, но, понимаете, люди, которые пришли в американскую политику, вот это молодое поколение, взросшенное всеми этими безумными коммунистическими профессорами в американских университетах, да, вот они же любое событие пропускают через критерий, что если Америке плохо, значит это хорошо, да, если человек желает зла Америке, значит это хороший человек. Если человек желает добра Америке, значит это плохой человек. И как-то такой саморазрушительный процесс идет внутри страны, и демократическая партия пытается дать этому легитимацию как части какого-то политического мейнстрима. Я не знаю, я думаю, что в Америке много здравомыслящих людей, которые смотрят на это со стороны и думают, извините, уж лучше Трамп со всеми его этими экстравагантными выходками, чем такое ценностное банкротство. Поэтому Америка в большом кризисе, там сейчас абсолютно не до Биби. Я думаю, что он уже это понимает, но отменить визит уже было невозможно. Кроме того, американцы же очень мало интересуются внешней политикой. Именно Израилем, они интересуются больше, чем остальными темами, но сейчас их гораздо больше занимают другие темы. И судя по заявлению Байдена, например, там вот этот перечень его достижений, основные достижения за 4 года президента Соединенных Штатов, где он пишет, что мы снизили стоимость лекарств по рецепту для наших пожилых людей. Мы помогли ветеранам нашей армии, которые подвергались воздействию токсичных веществ. Мы провели первую цветную женщину, первую афроамериканку в состав Верховного суда. И на полном серьезе он это все перечисляет. Но, как мне объяснили, эта тема очень важная для американцев и гораздо важнее, чем какая-то далекая война в Европе или какая-то далекая война на Ближнем Востоке. Так своя сорочка ближче до тіла, так сказать, и на этом они и акцентируют. Да, совершенно верно. Совершенно верно. У американцев своя повестка. Американцы считают, многие американцы, многие, особенно сторонники Трампа, они считают, что Америка слишком много денег тратит на поддержание мирового порядка, что это надо прекратить, что эти деньги должны пойти на финансирование своих собственных проблем, на инвестиции в свою собственную страну, а не на защиту каких-то других стран. Это такое очень наивное суждение, и, естественно, Трамп на этом играет для того, чтобы консолидировать свой электорат. Но, вы знаете, я посмотрел сегодня я посмотрел последний стрим Марка Солонина, который говорит очень простую вещь, что смотрите, раньше вся мировая экономика была привязана к золоту.
Из-за этого это был, в общем-то, такой тормоз, потому что количество золота в мире было ограничено, его не так быстро добывали, как происходил экономический рост. Поэтому после Второй мировой войны страны-победители, западные страны, да, не считая Советский Союз, конечно же, западные страны решили, что теперь новым золотом будет американский доллар. Американский доллар – это основа всей мировой экономики, все мировые валюты привязаны к доллару. И, у Америки какой-то там астрономический внешний государственный долг, но пока мир держится на Америке, собственно говоря, этот долг, фактически существует только на бумаге. На этом долге, в общем-то, основана вся система финансирования. И американцы включают печатную машинку, печатают эти доллары, и это как будто бы они просто добывают золото, да, потому что новое золото – это американский доллар. И если Америка не будет вот этим самым мировым шерифом, то просто эта ситуация развалится. Америка понесет колоссальный экономический ущерб. Я советую послушать Марка Солонина, посмотреть Марка Солонина. Он очень хорошо там и квалифицированно это объясняет и сравнивает это с Римской империей. Да? Как только Римская империя перестала обеспечивать безопасность для своих граждан, они же тоже не хотели сами воевать, и разленились, и изнежились, и пользовались всеми благами своей цивилизации, большим богатством, и в результате они не хотели воевать и перестали обеспечивать безопасность всех своих вот этих бесконечных колоний, и на этом, в общем-то, их история закончилась. Пакс Романа, да, мир Римской империи закончился на этом. Ну и вот сейчас Пакс Американо, как говорит Марк Солонин, тоже стоит перед похожей проблемой. Если Америка пойдет за изоляционистами и скажет, что нам нет дела до остального мира, так просто мир перейдет на какой-то другой эквивалент, какой-то другой эквивалент золота. И да, действительно, Америка не может не быть вот этим мировым шерифом и не поддерживать мировой порядок, иначе она перестанет быть ведущей экономикой в мире и реально понесет колоссальные экономические убытки. Возможно, придется и вот этот внешний долг выплачивать только с привязкой к какому-нибудь другому новому эквиваленту. Я не знаю, что это будет. Евро, юань, рупия, но я надеюсь, что американские советники вложит это в голову Трампу. Я думаю, что Трамп, в общем-то, такие вещи должен понимать. Он бизнесмен, и Америка не сойдет все-таки с этого пути, поэтому надежда есть. Надежда есть, а у нас уже есть понимание, как работать с Трампом. С Трампом, по крайней мере, пока The Guardian пишет, что мы сейчас будем стоять, так сказать, на схватке и работать и с демократами, и с республиканцами. Выборы не наши, действительно, пальто не наше, мы так можем анализировать и наблюдать. Но, тем не менее, издание уже Time пишет о том, что мы ожидаем непростых времен в случае избрания Дональда Трампа, но в Киеве растет уверенность, что со временем он осознает ошибочность своих попыток умастить Россию. И первые 8-9 месяцев практически весь 2025 год будут очень тяжелыми, но, возможно, даже если Трамп каким-то образом сократит поддержку Украине за это время, потом он поймет, что России бессмысленно разговаривать и договариваться, и не захочет быть игрушкой Путина. Действительно ли? Но мне кажется, что Трамп, честно говоря, не собирается быть игрушкой Путина. Мы с вами говорили, что прогнозировать какие-либо действия это просто невозможно, но, тем не менее, если мы говорим о том, что его победа весьма близится с высокой вероятностью в ноябре этого года, то надо ли уже сейчас налаживать вот эти мосты коммуникационные и успокаивать себя, что даже если пусть будут непростые времена, то действительно Трамп ничьей игрушкой быть не захочет, и не надо раньше времени паниковать. Разумеется, такой эгоцентрик, такой самовлюбленный человек, с такой раздутой гордыней, с таким надутым эго, который понимает, что президент США – это мировой политик номер один, что он будет петь под дудку какого-то гонимого и везде забаненного царька. Я не знаю, я не думаю, что это произойдет. Это все такая тревожность и работа российской пропаганды. И не только российской, кстати, и пропаганда Демократической партии. Да? Помните этот отчет «Золотого дождя», совершенно фейковый, что Трамп там
пользовался услугами российских девушек с пониженной социальной ответственностью в какой-то гостинице. Но это все был абсолютный фейк. Да. Но, понимаете, я абсолютно согласен, что Трамп сначала пойдет к Путину и попытается с ним договориться, но очень быстро убедится, что говорить там не с кем. Потому что, посмотрите на статью Бориса Джонсона. Борис Джонсон все это говорит после встречи с Трампом. Он встречался с Трампом. Да? Что он предлагает? Он говорит вернуться к границам 24 февраля 2022 года, соответственно, 23 февраля 2022 года, вернуться к тем границам, не признавать территориальные изменения, временно оставить Донбасс и Крым в распоряжении России, немедленно принять Украину в НАТО и в Евросоюз для того, чтобы обеспечить ее, гарантировать ее безопасность и восстановление послевоенное. И это, в принципе, условия, на которые, я думаю, Украина бы согласилась. Хотя бы откатить к этому моменту, но зато вступить в НАТО, в Евросоюз и дальше уже строить свои вооруженные силы вместе со всей системой НАТО. Кстати, в Европе сейчас уже серьезно говорят о создании европейской армии. То есть будет помимо блока НАТО еще и некий европейский блок, потому что из-за Трампа в Европе тоже есть такая тревожность по поводу того, что в момент истины Трамп скажет: нет, Америка не участвует, защищайте себя сами. Я не думаю, конечно, что такое реально произойдет, если Путин нападет. А кто еще? Если Путин нападет на какую-то из стран НАТО, но я не думаю, что такое произойдет. Но, по крайней мере, Европа сейчас серьезно говорит о создании собственной европейской армии. А что касается принятия Украины в НАТО и в Евросоюз, то это, я думаю, очень важно. Это логически именно так должна закончиться эта война, потому что, понятно, что хотелось бы большего, хотелось бы вернуть все территории, хотелось бы наказать российских военных преступников, но то, что предлагает Борис Джонсон, оно вполне. И вы же понимаете, что если Трамп придет к Путину с этими предложениями, то Путин тут же сделает все возможное для того, чтобы этот мостик тут же разрушить. И когда Трамп поймет, что там не с кем говорить, и что отдайте мне эту область, которая никогда ему не суждено захватить, я думаю, что Трамп перевернется на 180 градусов и начнет помогать Украине в большей степени, чем это делает Байден. Но, опять же, мы угадываем, Трамп совершенно непредсказуемый, и как-то спрогнозировать его поведение, это, просто угадывать, потому что все возможно. Но по логике вещей, он говорит: я бизнесмен, я сделаю Путину предложение, от которого он не сможет отказаться. Но Путин сможет отказаться, и после этого очень может быть, что Трамп будет помогать Украине гораздо больше, чем это делал Байден. Более предсказуем Китай, его политика и дипломатия, конечно же, на годы вперед планируют. Думаю, полномасштабное вторжение внесло, конечно, коррективы, потому что вряд ли такое добро на это давал Китай. Возможно, просто промолчал во время той Олимпиады, которая предшествовала 24 февраля 2022 года. Но, тем не менее, на сколько градусов может развернуться Китай, в котором сейчас, напомню, с визитом прибывает с трехдневным Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, которого позвали, кстати, из самого Китая. Ван И, Кулеба там, говорит, будем работать над тем, чтобы хотя бы уменьшить количество конкурентных планов. Многие говорят, шанс неплохой, время хорошее, история тоже. Действительно ли тут может быть счастливый конец этого визита? Вы знаете, Китай сейчас всеми силами пытается улучшить свой имидж, потому что перспектива избрания Трампа на самом деле действует на очень многие страны, в том числе на Иран. То есть это прям чувствуется, что Иран помнит, как Трамп легко вышел из ядерной сделки и ввел очень жесткие санкции. Им до сих пор от этих санкций больно, и перспективы возвращения, они просто вздохнули, когда пришел Байден и половину этих санкций отменил. Они просто в большом напряжении, они боятся особенно его злить, и боятся, они немножко снизили свою активность. И то же самое можно сказать про Китай, потому что мы помним, как Трамп просто в буквальном смысле объявил Китаю торговую войну, и все экономисты в мире кричали: ой,
Трамп, что ты делаешь, ты обрушишь мировую экономику, ты обрушишь биржу, но Трамп стоял на своем и повышал пошлины и говорил, нет, мы не позволим, Китай ворует нашу интеллектуальную собственность, мы изобретаем, а Китай делает сразу дешевый контрафакт и зарабатывает на этом деньги, которые должны были зарабатывать мы. Ну, как бы в этих словах есть большая доля справедливости. Другое дело, что американцы сами эти технологии туда отдают. Американский бизнес — это же не технологии, которые не принадлежат государству. Бизнес, да, придумывает, изобретает какие-то технологии при помощи американских инженеров, американских ученых, специалистов, а потом производство переносит в Китай для того, чтобы осуществлять это подешевле. И, разумеется, технологии китайцы присваивают себе и начинают внедрять у себя. И Китай тоже напряглись по этому поводу. И Китай сейчас работает над своим имиджем, что они такие вот умеренные, что это не кровавый коммунистический режим, а наоборот, с ними можно и нужно договариваться, и у них конструктивная позиция, и все вот это вот. Я думаю, что именно поэтому Китай сейчас устроил съезда всех палестинских террористических организаций у себя. Там был и Хамас, и Фатах, и все остальные. Там Народный фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины, Исламский джихад, кто-то еще. В общем, собрали всех этих бандитов, и якобы они подписали какое-то единство, что они сформируют какое-то правительство палестинского единства для того, чтобы вот вместе заниматься послевоенным восстановлением Газы. Но после этого сам Фатх сразу заявил, что это все просто подписанная бумажка, мы это сделали, чтобы, значит, китайцы были довольны, китайцам надо было пропиариться на этой теме. На самом деле никакого единства нет, и Фатх понимает, что Хамас использует любую ситуацию, любое единство только для того, чтобы проглотить Фатх и захватить власть не только в Газе, но еще и на так называемом западном берегу, который мы называем Иудея и Самария. Но Китаю надо было пропиариться. Точно так же, как китайцы помирили, в кавычках, Саудовскую Аравию с Ираном. Да? Ну, что произошло? Ну, вот был такой фотоап, да, фотосессия. Сфотографировались, опубликовали коммуникат, что вот китайцы молодцы, посадили за стол Иран и Саудовскую Аравию и договорились, да, вернули послов. Надолго были, потому что отношения между ними как были очень плохие, так, в общем-то, и остались очень плохие, особенно на фоне нынешних событий и всех этих хуситов. Да? Давайте не забывать, что хуситы — это большой враг Саудовской Аравии, саудовцы с ними воевали несколько раз. И, знаете, я вот сейчас прочитал историческую статью, оказывается, еще в 60-е годы Израиль помогал Саудовской Аравии против хуситов, против Йемена, когда Абдель-Насер, просоветский президент Египта, который вот начал, фактически готовил шестидневную войну против Израиля. Ну, он тогда не знал, что она будет шестидневной, он готовил войну на уничтожение Израиля, и Израиль ответил вот шестидневной войной, и фактически он потерпел сокрушительное поражение. Вот в 60-е годы товарищ Насер ввел свои войска в Йемен, и там устроил гражданскую войну, и более того, он применял там химическое оружие, которое поставлял Советский Союз, причем Советский Союз его всячески вот к этому подталкивал, дескать, не бойся, применяй, мы тебя защитим, мы скажем, что это все наглая ложь, и просто арабы травили своих же арабов химическим оружием. Да? А Саудовская Аравия этому делу противодействовала, поддерживала другую сторону в этой гражданской войне. И еще тогда, оказывается, Израиль помогал Саудовской Аравии. Вот это было для меня интересным сообщением, потому что официально же Саудовская Аравия выступала тогда с таких совершенно непримиримых к Израилю позиций. Но да, ситуация с хуситами очень напрягает саудовцев, им очень не нравится все, что происходит. Давайте не забывать, что одна из причин, по которой Иран был заинтересован в нападении Хамаса на Израиль, это был вот этот проект о строительстве коридора из Индии через Саудовскую Аравию в Израиль и дальше в Европу. Их иранцев этот коридор очень напрягал, и китайцев этот коридор очень напрягал. Да, и это была тоже одна из причин, по которой Иран и Китай были заинтересованы в том, чтобы эти прожекты сорвать. Но я думаю, что в свое время мы к ним когда-нибудь вернемся в будущем. Но я просто вот чувствуется, и Хизбалла напряглась, и Хамас напрягся, и
Иран напрягся, все очень-очень переживают и тревожатся, что Трамп вернется в Белый дом, и им тогда не поздоровится. Да? Давайте вспомним, что Трамп был очень большим другом Саудовской Аравии и Мухаммеда бин Сальмана. Они очень дружили, его первый визит был именно туда, когда он стал президентом, и он прям вот заключил с ними сделку на $100 миллиардов. Трамп заключил, это вот его первое было достижение, он поехал к саудовцам и заключил, это правда не сразу, это в течение 10 лет, кажется, но вот он привез оттуда такую шикарную для Америки сделку в $100 миллиардов. Поэтому, да, избрание Трампа чисто психологически окажет свое влияние на ситуацию здесь, на Ближнем Востоке. Проблема только в том, что до этого остается еще полгода, да, но Кулеба там сейчас. Же, выборы в США – это большая-большая интрига, да, поэтому, нельзя с уверенностью сказать, что Трамп победит или там победит Камала Харрис, да, все это, опять же, может поменяться, может прилететь какой-нибудь черный лебедь, может что-то измениться, и, да, все это может, тут совершенно неблагодарное дело делать какие-то прогнозы. Но, Цви, то, что Кулеба именно сейчас в Китае, тоже важно. И с нашей стороны, вне зависимости от влияния Штата или Европы, это более чем нужная поездка. Несомненно. Посмотрим, какие там будут сделаны официальные заявления, потому что Китай выражался до сих пор очень-очень так двусмысленно. Посмотрим, какие будут сделаны заявления. Я не верю, что Кулебе прям-таки вот удастся своими дипломатическими чарами перетянуть Китай на сторону Украины, но сам факт того, что да, Китай заинтересован, по крайней мере, создавать видимость такой нейтральности, что Китай не союзник России, это уже хорошо, потому что эта война, я думаю, Китаю тоже уже достаточно поднадоела, хотя Китай наживается на ней очень-очень даже хорошо. Цви, вот как раз за этими заявлениями будем наблюдать, и на следующей неделе обсудим эту не только тему, и предвыборную гонку непростую такую, просто чуть ли не на убой в прямом смысле в Штатах. Спасибо вам огромное за этот разговор, за дискуссию, за такой детальный анализ подробный, как всегда. Благодарю, рада видеть, как и все наши зрители. До новых встреч, Цви, берегите себя. Спасибо, всего доброго. И вам. Цви Зильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшего радио», Ирина Узлова была вместе с ним. Спасибо, друзья, что были вместе с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube «Лучшего радио». Также подписывайтесь на YouTube 24-го. Именно ваша подписка, лайк и комментарий, если они у вас, конечно же, есть, пишите. Не стесняйтесь, почитаем, ответим. Это все позволит совместно нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.